Машина времени. Это была среда. Сегодня я наводил порядок на балконе, слушал музычку и разгребал всякий хлам. Достал и вынес несколько коробок в комнату, чтобы перебрать. Открыл коробку с надписью «Не открывай эту коробку». Я вывалил остальное барахло на пол. Надо перебрать их. В нем находилось какое-то устройство с кучей проводков, циферблатом и кнопкой. В циферблате было 4 цифры. 1984. И что же это такое? Я почитал инструкцию. Времени. А вот оно что. Так это же... С него в глаза ударил яркий свет. И тут... Это еще что такое? Где я? И я осмотрелся. Это была типичная советская квартирка, а в кресле сидел до смерти перепуганный мужичок. Я извинился и спросил, что здесь происходит. Он извинился и спросил меня, что здесь происходит. Он сказал, что сейчас вызовет милицию. А что, попал в прошлое? Календарь, висящий на стене, подтвердил мою догадку. И вот я уже минут 10 пытался объяснить мужичку, что случайно переместился к нему из будущего с помощью чемоданчика. На удивление он поверил мне. На устройстве шел процесс перезаряда, который занимал 20 минут. Блин, мы с мужичком на панике стали думать, что делать. Он сообщил, что мне нужно срочно переодеться. А то я выгляжу как клоун. Он задавал мне разные вопросы. Спрашивал, процветает ли Советский Союз, кто нынче генеральный секретарь ЦК КПСС, как там дела с покорением космоса. Я не знал, что ему ответить, чтобы не разочаровать. И тут в квартиру вошла жена мужичка. Мы перепугались. Мужичок начал импровизировать. Сказал, что я его дальний племянник, который заехал к ним погостить на 20 минут. Жена была удивлена. Спросила, откуда я приехал. Из Ленинграда. От растерянности женщина предложила нам пообедать. Мы сели за стол. Мне дали немного еды и стали расспрашивать всякую всячину. Я выкручивался как мог. Мужичок выкручивался как мог. Жена закручивала вопросы как могла. Отпросился в туалет. Мужичок тоже отпросился в туалет. Женщина проводила нас максимально недоумевающим взглядом. Мы вышли в подъезд. Я поблагодарил мужичка за помощь. Он сказал, что ему теперь до конца жизни придется импровизировать с женой. И попросил вкратце рассказать что-нибудь о будущем. В 85 году начнется перестройка. В 86-м произойдет авария на Чернобыльской АЭС. В 91-м распадется Советский Союз. В 2008-м мировой экономический кризис. В 2020-м смертельный вирус, который распространится по всему миру. Офигеть! Да это же очень круто! Я могу переместиться в абсолютно любое время и узнать так много о истории Вселенной. Куда бы отправиться еще? Проснулся на следующий день и стал переодеваться в одежду будущего. Надеюсь, буду соответствовать. Выставил на машине времени 2077 год. Нажал на кнопку и снова отправился в далекое путешествие. Я появился в каком-то клубе. Все выглядело очень футуристично. Это логично. Материалы. Около часа я читал обо всех событиях, что произошли в будущем. Голова шла кругом. Незнакомец сообщил, что его машина времени перезарядилась, и ему пора отправляться обратно. Нажал на кнопку и исчез. Я решил тоже посмотреть, через сколько у меня закончится перезарядка. Открыл чемоданчик. Год. Я должен найти кого-нибудь с машины времени. Вышел на улицу и обомлел. Это был целый город. Настоящий мегаполис будущего. Я огляделся по сторонам. Здесь было много всего интересного. Я увидел неподалеку отвлеченного парня. Рядом с ним на земле стоял точно такой же чемоданчик. Я двинул к нему. Без палева взял его машину времени и поставил вместо нее свою. Тут же вернулся в клуб. Открыл чемоданчик. Я выставил на панели 2021 год и нажал на кнопку. Да, отлично! Все было прекрасно. Я у себя дома, а за окном бурлит наша привычная жизнь. И тут заметил на столе конверт. Начал читать. Твой лучший друг у меня. Нам нужно переговорить. Я жду тебя в 2007 году. Незнакомец во времени. Серега! Друзья, 300 тысяч лайков, и вы обязательно увидите продолжение этой истории. Если вам реально интересно, подписывайтесь и зовите ваших друзей, это очень важно. А пока вы можете посмотреть наши предыдущие видосы, они тоже очень крутые. Спасибо за просмотр, ждем тебя снова.